Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. Сегодня я хочу вам предложить вариант приготовления невероятно вкусного торта 3 шоколада. Он очень пористый, невероятно нежный, безумно вкусный, просто расплывается во рту, как мороженое. Его даже не нужно жевать. Обязательно сохраняйте рецепт и приготовьте. Уверена, что вам он очень понравится. В отдельной миске смешиваем 75 граммов муки пшеничной, заранее просеянной, 10 граммов какао-порошка, также просеиваю через сито, так как он собирается комочками, и добавляем 4 грамма разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем венчиком, так чтобы все сухие ингредиенты хорошо смешались между собой. Пока оставляем в сторонке. В отдельном сотейнике смешаем 55 граммов молока комнатной температуры, добавляем 20 граммов темного шоколада у меня от фирмы Calebo и 15 граммов сливочного масла. Ставим на плиту, все хорошо помешиваем постоянно, не доводим до кипения, главное, чтобы масса стала однородной. В отдельной миске разбиваем 2 яйца, добавляем щепотку соли для баланса вкуса, все хорошо взбиваем миксером до однородности и будем поэтапно вводить 75 граммов сахарного песка. Будем все взбивать до пышной посветлевшей массы. Взбиваем буквально 5-8 минут. Затем добавляем 5 граммов ванильного сахара. Также взбиваем до однородности. И добавляем готовые сухие ингредиенты к нашему тесту. В этом случае уже миксер либо венчик не понадобится. Обязательно перемешиваем только лопаткой, чтобы не нарушить воздушность и текстуру нашей массы. Перемешиваем до однородности, так чтобы не было комочков. И добавляем немного остывшую шоколадную массу, растопленную ранее. Вводим все тонкой струйкой, все хорошо перемешиваем до однородности. У нас должна получиться вот такая масса. И выкладываем в форму для выпекания. Форма у меня 20 сантиметров диаметра. Выстила пергаментной бумагой, смазываем растительным маслом хорошо дно и бортики. Если у вас пергаментная бумага хорошего качества, то смазывать растительным маслом ее не нужно. Выкладываем в форму, аккуратно разравниваем и отправляем выпекаться в ранее разогретую духовку при 180 градусов примерно 20-25 минут. До готовности смотрите по особенностям вашей духовки. Может понадобиться и 30 минут. Спустя время бисквит у меня уже готов, просто обалденно стоит аромат на кухне, очень нежный он получается и очень воздушный. Готовность проверяем с помощью шпажки либо зубочистки, она должна быть абсолютно сухой. Также я изъяла его из формы, посмотрите, какой он мелкопористый и очень красивый. Выкладываю его на пищевую пленку и заворачиваю. Убираем в холодильник можно на 2, 3 либо 4 часа. Так равномернее распределится вся влага и бисквит получится очень влажный и очень вкусный. Все, отправляем в холодильник для стабилизации. Тем временем, пока подготовим первый слой, для него нам понадобится 5 граммов желатина и 30 граммов воды. Все хорошо перемешиваем до однородности и оставим желатин набухнуть на то время, которое у вас указано на упаковке. В моем случае это 15 минут. Тем временем, пока также взобьем сливки, у меня 200 грамм, обязательно охлажденные. Взбиваем до такой легкой французской пенки. Не нужно взбивать их в устойчивые пики. Вот до такой текстуры. Отлично. Также пока отправляем его в холодильник. В отдельном сотейнике смешиваем 80 граммов молока и нам нужно 50 граммов сахара. Добавляю 25 грамм, ровно половину. И также ставим на плиту, разогреваем, не нужно доводить до кипения. Главное, чтобы молоко хорошо разогрелось и также сахар растворился. В отдельный сотейник добавляем 30 граммов желтков, либо 2 штуки. Добавляем оставшийся сахар, то есть 25 грамм. Все хорошо перемешиваем активно до однородности. И добавляем ранее разогретое молоко. Вводим тонкой струйкой молоко и завариваем желтки. Обязательно активно все быстро помешиваем. Очень важно, чтобы желтки не сварились, не собрались в комочек. И у нас получилась однородная масса. Готово. Отправляем на плиту. Нам нужно будет довести его до такой текстуры, чтобы когда вы проводили лопаточкой по дну сотейника, у вас оставался явный след. Поэтому увариваем желтки буквально пару минут. Вы будете видеть по текстуре вот до такого. Доводим желтки и все, они у нас уже готовы. Добавляем в отдельную миску 100 граммов темного шоколада у меня от фирмы Calebo.
Он у меня не горький, просто темный. Добавляем желтковую массу, ранее приготовленную, и пока она горячая, все хорошо перемешиваем. У нас как раз таки растворится шоколад. Масса должна будет получиться однородной. Обязательно желтки просеиваю через сито, чтобы остатки яиц остались на сито. Масса получится очень гладкая. Когда желатин у нас уже набух, обязательно распускаю его либо в сотейнике, либо на водяной бане, или можете в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд до жидкой текстуры. Тем временем также у нас и шоколадная масса готова, и бисквит хорошо настоялся в холодильнике. Освобождаем от пищевой пленки и будем продолжать дальше приготовление. Бисквит у нас получается очень влажный, невероятно нежный, буквально ломается в руках, настолько он нежный и пористый. Срезаю сверху верхушку с помощью пилящего ножа аккуратно. Если есть необходимость, можете также подровнять края. И посмотрите, какой он нежный, мягкий получается. Его хочется кушать просто так. Освобождаем от крошек и добавляем ранее растопленный желатин к шоколадной массе. Очень важно не доводить желатин до кипения, иначе он потеряет свои свойства. Все хорошо перемешиваем до однородности. Добавляем охлажденные ранее взбитые сливки к массе поэтапно. И все хорошо перемешиваем лопаточкой также до однородности. Обязательно снизу вверх, не нарушая текстуру. Масса у нас должна получиться очень воздушной, и там будет миллион пузырей в конечном итоге. Все хорошо перемешиваем и будем сейчас выкладывать поверх бисквита. Посмотрите, какая нежная масса, невероятно вкусная. Также бисквит я обложила разъемным кольцом, выложила ацетатную пленку, закрепила ее, выкладываем первый слой, аккуратненько разравниваем. Нужно работать в этом случае очень активно, так как желатин быстро застывает и стабилизируется, поэтому быстренько все разравниваем и отправляем в холодильник для стабилизации. Тем временем подготовим второй слой. Для него нам понадобится 100 граммов молочного шоколада, у меня со вкусом капучино. Также добавляем ранее подготовленную желтковую массу. Все проделываем то же самое, только меняется шоколад. Просеиваем через сито, добавляем к шоколаду, все хорошо перемешиваем до однородности. Добавляем также растопленный ранее желатин. Я подготавливаю все желатины заранее, так чтобы у меня все подряд шло в процессе. Добавляем ранее взбитые сливки, также до легкой пенки. Все хорошо перемешиваем до однородности лопаточкой и выкладываем поверх первого слоя. Очень важно, чтобы у вас первый слой обязательно хорошо застыл, иначе они у вас просто смешаются, если вы не дождетесь этого момента. Поэтому, когда первый слой уже хорошо у меня стабилизировался, выкладываю поверх второй слой шоколадный. Можно также аккуратненько растрясти форму вот таким вот способом, и оно прекрасно ляжет как нужно. Отправляем в холодильник для стабилизации. И подготовим последний, третий слой из белого шоколада. Проделываем все то же самое. Также у меня белого шоколада 100 грамм. Единственное, в каждом слое количество желатина увеличивается на 1 грамм. Во втором слое это у нас было 6 грамм желатина, в последнем слое 7 грамм желатина и 40 граммов воды. Также ждем, когда набухнет, распускаем на водяной бане. Ранее подготавливаем сливки, обязательно взбиваем до легкой пенки. Смешиваем все массы воедино и перемешиваем до однородности лопаточкой. И выкладываем подготовленную форму. Очень важно, чтобы каждый слой хорошо стабилизировался. Аккуратненько встряхиваем, разравниваем и отправляем в холодильник для стабилизации на всю ночь. На утро следующего дня тортик у меня уже готов. Он очень красивый получается. Можете по желанию сверху украсить его фруктами, клубникой, ягодами, какими посчитаете нужным. Но он очень самодостаточный и полноценный, поэтому освобождаем от разъемной формы, от ацетатной пленки, и можно будет его уже подавать столу. Получается он просто невероятно нежный, очень вкусный, незабываемый вкус. Этот тортик не нужно жевать, он просто тает и расплывается во рту. Очень нежный, безумно
безумно вкусный. Да, конечно, он калорийный, но поверьте, один раз можно себе такой тортик позволить и приготовить. Порадуйте обязательно себя, свою семью, своих гостей, потому что это просто потрясающий торт 3 шоколада и идеальный его рецепт. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось мое видео и рецепт, обязательно тяните пальчики вверх, оставляйте реакции в комментариях, пишите, что бы вы хотели со мной еще приготовить, мне будет очень приятно. Обязательно приготовьте этот тортик и пишите ваши отзывы в комментариях, я буду очень рада. Подписывайтесь на канал, здесь будут выходить самые вкусные проверенные рецепты. А я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Пока-пока, друзья!